MacBook 2010 года на 11 дюймов. Один из первых по-настоящему тонких маков, который помещался даже в папку для документов. Способен ли он на что-то в 2023 году? Давайте разбираться. Мой экземпляр мне достался с неработающей батареей, но зато в идеальном состоянии, что, наверное, редкость для его возраста. Я думаю, что мне не стоит долго рассказывать, какой он красивый, тонкий, с удобным MagSafe и бла-бла-бла. Лучше расскажу про то, зачем, скорее всего, ты сюда зашел. Производительность и его возможности в 2023 году. А здесь все довольно-таки грустно. Несмотря на то, что на первый взгляд у него процессор, как у его братьев, с большей диагональю, и дискретная видеокарта получше, чем у некоторых маков, оперативной памяти у него всего лишь 2 гигабайта, что и является почти смертным приговором для этого мака. При включении нас встречает то самое божественное светящееся яблочко, а также macOS, который включается около минуты. По системе все плавно, всякие стандартные приложения работают более-менее нормально. В принципе, мне от него многого и не требовалось. Я всего лишь хотел сидеть в Гугле и смотреть фильмы и YouTube. И если с первым он почти справлялся, хоть и запускал Google очень неспешно, погуглить информацию и посмотреть картинки можно. А вот с YouTube здесь все очень плохо. Просмотр возможен только на 720p. Страница прогружается очень долго. Переход на фуллскрин жестко лагает. Я таким пользоваться не могу. Последним, где этот Mac мог быть хоть как-то мне полезен, это удаленное подключение через AnyDesk. Это в принципе возможно, но мне при монтаже видео было некомфортно. Возможно, это из-за интернета, но на основном компьютере у меня было все ок. Итак, я понял, что ничего более чем серфинг и печатание текста он осилить не может. На этом можно было бы закончить. Но вдруг я вспомнил, что на слабой системе устанавливали Linux, и он работал лучше той же винды. Я скачал Linux Mint на флешку. Это было куда проще, чем ставить винду или macOS. Буквально 2 клика. И тут я впервые попал в Linux. И реально все стало работать куда быстрее. Навигация, проводник, всякие менюшки. Все открывалось довольно-таки быстро. Открываем установленную Mozilla и проверяем, как идет серфинг. Серфится в принципе либо так же, либо быстрее. А вот если уже перейти в YouTube, то тут совсем другое дело. От пользования таким уже не так сильно страдает мое психологическое состояние. Ютубчик смотреть в 720 можно, а это уже что-то. В целом можно сказать, что Linux Mint оказался последним дыханием для этого мака. И возможно, другой еще более легкий Linux будет работать лучше. Либо если установить этот Linux с флешки на сам Mac вместо macOS. Также я слышал, что маки с мертвой батареей превращаются в тыкву. Если у вас есть подобный Mac, поделитесь, пожалуйста, совпадает ли мой опыт работы с вашим. Что же мы имеем в итоге? Красивый Mac, дизайн которого актуален и по сей день, но при этом с очень слабым железом. Корпус, клавиатура, тачпад, экран, все это на высоте. Но, к сожалению, брать я бы его не стал, даже за 6000 рублей. Лучше взять 11-дюймовые модели следующих годов, либо маки с большей диагональю. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы в комменты, отвечу всем. Я все сказал.